Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что несмотря ни на что, ни на какие перепоны, вы ждете новые выпуски, пишите комментарии и, конечно, обсуждаете в этих комментариях то, что происходит. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Да, Андрей Алексеевич, спасибо, что согласились на разговор, тем более, что сейчас это достаточно, медийно своеобразно выглядит, но тем не менее. Очень благодарен, что вы продолжаете высказывать свои мысли, несмотря ни на какие инсинуации и, скажем, такие подлоги, которые там подкладывают доброжелатели Зеленскому на подпись, а тот подмахивает. Как вам сказать, Александр? Вы знаете, ведь мне легче в том смысле, что я же за него не голосовал. А со многими людьми произошло что? Помните, когда-то Пьер Виктюр-Ниен Вернье во времена Великой Французской революции, когда начали казнить тех людей, на гильотину отправлять, уже даже не аристократов, для кого, в общем-то, и предназначалась эта гильотина, а тех, кто эту революцию делал. Он тогда сказал слова, которые вот сквозь века прошли, уже более 200 лет. Он сказал: революция, как бог Сатурн, пожирает своих детей. И многие из тех, кто вот были участниками вот этой самой зеленой революции, они сегодня оказались первыми жертвами вот этой зеленой власти. Вот вспомните, пожалуйста, где сейчас Рябошапка, генеральный прокурор. Во Франции. Во Франции, да, по-моему. Во Франции. Да. Но ведь он же был вот генеральным прокурором. Он как-то пытался, он поверил в то, что может быть как-то вот в нашей стране по-другому. Что не надо будет лгать. Ведь у нас был конец эпохи брехни. Что наконец-то будет все по закону. Вот как-то вот он к этому был готов. Они с Чумаком даже проводили реформу прокуратуры. Хотели показать Порошенко: вот смотри, ты неправильно провел эту реформу, мы сейчас это дело сделаем. Мы выгоним всех коррумпированных лиц, и прокуратура будет служить закону, а не лицам. Но, к сожалению, хватило ровно на полгода, его там уволили без всякой мотивации. Просто уволили. Выгнали. Саша Данилюк, мы же с ним работали в правительстве. Я считаю, что его уволили, вот когда он был министром финансов. Это была большая ошибка, с моей точки зрения. Что его уволили, потому что люди, которые пришли ему на смену, та же Маркарова, это не просто шаг назад был, это был просто прыжок назад. Саша имел абсолютно моральное право поддержать оппозицию, он вместе с ней вернулся к власти. Опять же, ведь он же много что сделал для того, чтобы вот через его международные связи осуществлялись контакты Зеленского со многими лидерами. И ведь визит во Францию с Макроном и встречу, это же Сашина была работа, он это сделал. Его тоже оттуда выставили. Я молчу об этом самокатчике, который там был самым большим экономическим гуру. И все его команды молодой зеленой энтузиастов, которые, значит, занимались тем, что демонтировали вообще государственный механизм. Где они сейчас? Если вы посмотрите на тех людей, которые начинали с Зеленским, и те, которые сейчас возле него, это совершенно разные люди. У нас остался только один Владимир Александрович. Но вот то, что были раньше вокруг него один состав, один коллектив людей, а сейчас принципиально другой, говорит о том, что этот человек изменился внутренне. Из того, кого люди знали, как веселого, находчивого, остроумного, нацеленного на какие-то добрые дела по отношению к людям, он превратился в вот это вот маленькое злобное существо, которое ненавидит все и всех. Поэтому, когда он сегодня накладывает санкции на людей, то я считаю, что эти люди должны гордиться тем, что вот этот человек накладывает на них санкции. Во-первых, он действует незаконно. Потому что вы же прекрасно понимаете, что механизм санкций был предназначен не для преследования оппозиции, не для преследования политических оппонентов, не для борьбы со свободой слова в стране, а для того, чтобы защитить нашу страну от вражеского влияния извне. Чтобы враг, который ведет войну на территории Украины, не мог вести бизнес в Украине, да, не получать доходы и выводить их за границу. Чтобы он не мог вредить нашей стране.
А во что превратился этот механизм в руках Зеленского? Это вот когда вы даете обезьяне гранату, да, то последствия того, что вы это сделали, они всегда печальны. Но проблема же не в гранате. Проблема в обезьяне, которая эту гранату держит в руках. И вот то, что сейчас вот она пользуется вот именно в такой способ, через и осуществляет вот это вот влияние, с моей точки зрения, абсолютно незаконное, для того, чтобы люди закрыли рот и молчали, ну, это говорит только лишь о том, что это нормальные люди. У нас с вами разные политические взгляды, симпатии разные, правильно? Но мы же с вами граждане одной страны. Нравится мне, не нравится, нравится вам, не нравится. Но раз мы живем в одной стране, мы обязаны разговаривать. Потому что если окажется, что мы не можем жить с вами в одной стране, то это уже тогда не страна. Ну, вот получается, что не А мы страна, вынуждены да. искать какие-то компромиссы, какое-то взаимопонимание и как-то вот выстраивать отношения, понимаете? Мы не можем сказать, что нет, вы как Зеленский говорит, вам не нравится страна, значит, давайте там меняйте гражданство. А может, ты поменяешь гражданство и уедешь отсюда? Ты кто такой вообще, чтобы указать людям, должны быть они гражданами Украины или нет? Нам не нравится президент Зеленский. Но мы же не кричим ему «меняй гражданство». Мы задаем ему другой вопрос. Почему ты выборы не проводишь? Хотя Конституция от тебя требует именно вот этого. Соблюдения прав граждан. А мало того, что он этого не делает, мало того, что он не исполняет свои обязанности, в результате его бездеятельности погибли десятки тысяч людей, потому что он к шашлыкам готовился, а не к вооруженному вторжению противника. Так он сегодня еще пытается закрыть рот всем тем, кто его критикует. Нормально? Ну, И мы стандартная практика, да. должны вот это как-то поддерживать и делать вид, что все хорошо. Не получится. Все очень нехорошо. Для меня это вообще не аргумент. Санкции, не санкции. Это, говорит, это больше в вашу пользу говорит, а не его. Понимаете, все очень нехорошо. И ожидания от лондонской встречи, там, где коалиция желающих собирается, где Ермак, Сибига и Умеров, о нем, ну вот прям трубят, расписано, что же это будет. Западная пресса, Нью-Йорк Пост, Нью-Йорк Таймс выкладывают разные варианты. Трамп дает 3 дня и делает какое-то заявление. Ну, по крайней мере, он обещает какое-то заявление. Но мы все понимаем, что это по итогам вот этого Лондона. Как вам кажется, в Лондоне нас что ждет? Сдача территорий, какой-то тайный заговор, о котором мы узнаем позже, или просто элементарно оттяжка времени для того, чтобы принять те или иные решения, которые выгонят Соединенные Штаты или дадут повод Соединенным Штатам сказать: о, все, мы сделали все, что могли, а дальше, мол, сами, дальше сами. Лондонская встреча – это попытка сформировать предложение для Российской Федерации о мирном соглашении в треугольнике США, Европа, Украина. Ну, я к Европе отношу Великобританию. Вот попытаться создать единую платформу, вот мы согласны на вот это. И с консолидированной позицией выступить на переговорах с Российской Федерацией, то есть дать консолидированную позицию для Соединенных Штатов Америки. Попытки договориться между Россией и США просто, без учета Украины и Европы, и Великобритании, они потерпели крах. Почему? Потому что требования, которые выдвигает Путин для мирного соглашения, США не могут выполнить. Потому что даже подключить российские банки к SWIFT без Европы нельзя. Потому что это дело делается в Брюсселе. Прекратить военную помощь Украине американцы могут, но они не могут заставить Европу это сделать, если европейцы будут против. Американцы могут в одностороннем порядке признавать оккупированные территории России. Но это не значит, что это сделает Европа. То есть, как только переговоры касаются конкретных вопросов, то формула, которую выдвинул в свое время Путин, никаких Брюсселей, никаких Лондонов, никаких Украин, вот мы с американцами будем договариваться, она не работает. Потому что взаимоотношения между США и Европой и Украиной, они не такие, как, например, взаимоотношения между Россией и ее сателлитами. Это Путин может вот так вот сделать и убрать Асада из Сирии.
И Асад ничего не может сделать, потому что он вот так. И, кстати, Путин приблизительно считал, что точно так же по отношению к США будет вести себя Европа. Я вам напомню, когда Трамп стал президентом, и когда Путин давал интервью, он сказал, что, слушайте, вот сейчас они, как только Трамп станет, вот пройдет инаугурация, и он там станет президентом, он только на них посмотрит, они сядут на пятую точку и будут вилять хвостиком. Он считал, что Америка будет просто диктовать свою волю, а все остальные будут делать так, как сказал Трамп. Практика, жизнь показала, что это не так. Поэтому американцы пошли, вот они взяли паузу в переговорах с Россией. И вот эти вот встречи, они должны выработать общую платформу, с которой американцы придут к россиянам для переговоров. Как по мне, как бы это странно ни звучало, Украина может согласаться на что угодно. Потому что даже ту платформу, которую сейчас оприлюднили в прессе, Россия никогда не примет. Поэтому, если она, в общем-то, хочет показать, что мы вот всегда были за мир, а противник не хочет, она не должна упираться. Она должна согласиться, да, вот оккупация, мы не признаем юридически, но мы не требуем, чтобы они оттуда ушли. Да, вот мы согласны заморозить конфликт на линии нынешнего соприкосновения. Да, мы согласны, чтобы линию фронта контролировали россияне, украинцы и какая-то из нечленов НАТО. Да, мы согласны на введение миротворческих сил на остальной территории Украины, европейскую миротворческую миссию. Это все абсолютно нас устраивает. Но оно никогда не устроит Российскую Федерацию. Так а что нас устраивает? Подождите. Тут же, смотрите, тут очень важный момент сейчас, о котором все молчат и не говорят. Нам рассказывали целые, часы эфиров о том, что, смотрите, ни один президент не выстоит, если согласится на передачу территорий. Никто его сразу сметут, его сразу снесут. Сейчас у нас Зеленский, рупор мира, лицемерно трубит о том, что мы за мир, мы за то, что прочно, вот так вот, чтобы прекратить огонь. Но по сути же это означает то же самое. И вот в этой игре никто уже не вспоминает о том, что, погодите, а украинцы там не согласны отдавать, если Зеленский пойдет по этому пути, его снесут. Никто его не собирается сносить. Все, наоборот, смотрят и следят за вот этой игрой, как Зеленский, переобувшись в воздухе, выставляет определенные другие, абсолютно диаметрально противоположные какие-то флажки. Мы с чего с вами начали? О том, что сейчас человек, который носит имя Зеленского, это совершенно другой человек, сравнительно с тем, каким он был в начале своей каденции, когда его избрали. Так я вам напомню, Александр, что когда он был избран, он вообще заявлял, что он очень быстро добьется мира. Вы это помните? Надо просто перестать стрелять. Надо встретиться с Путиным, посмотреть ему в глаза, спросить, что вы хотите, выдвинуть наши условия и договориться посредине. Вы это помните? Я это помню. И вся его риторика сводилась к тому, что я готов на все, лишь бы в стране был мир. Правильно? Правильно. Сейчас ваш коллега Павел Казарин написал статью, которая вызвала огромный резонанс. «Якби не Зеленский». И он в этой статье пишет, что тезис о том, что с избранием Зеленского война стала неизбежной, он абсолютно ложный. Избрание Зеленского не вело автоматически к войне. А что же привело автоматически к войне, по мнению Павла Казарина? Оказывается, к войне привела изменение риторики действующего шестого президента. До тех пор, пока он посылал в Москву сигналы о том, что он договороспособен и согласен идти на уступки, все было хорошо. Как только он начал риторику пятого президента, война стала неизбежной, пишет Павел Казарин. То есть Павел Казарин констатирует факт, что был Зеленский миротворец, и вдруг совершенно непонятно, потому что Казарин не описывает этот процесс и не объясняет его никоим образом.
Он вдруг резко поменял риторику и взял на вооружение риторику 5-го президента. То есть внезапно мальчик испортился. Он связался с плохой компанией и начал сквернословить. Говорить: страшного армия Мовавира. И как только Путин вот эти вот кодовые слова услышал, по мнению, значит, Казарина, тут же дело обернулось войной. Далее наш геройский мальчик стал величайшим лидером современности. Никаких переговоров с Путиным. Значит, война на границ 91 года и так далее, и так далее. Формула мира, формула стійкости, глобальный саммит миру и так дальше. Я тогда уже смеялся, и мне было странно все это дело слышать. Ну, послушайте, на Зеленском смотрелась вот эта вот патриотическая вся его риторика. Ну, представьте, так, помните, у них был номер, где они там вот этих якобы донецких шахтеров и луганских шахтеров переодели, значит, в вышиванки, и они, значит, там изображали из себя местных патриотов, а те говорят, что пацаны с Горловки нас не поймут, что ты тут несешь. Ну, вот где-то так же смотрелся Зеленский. В роли вот такого, знаете, самого крутого патриота. Теперь, вы говорите, он взял, переобулся еще раз. Да он еще 100 раз переобуется, он актер. Он сменил декорации, он сменил прикид, он сменил текст. А сам он как был, вот кем он тогда был, да, человеком без стержня, без внутреннего содержания, таким и остался. Конъюнктура изменилась. Из Зеленского текста изменились, которые он озвучивает. А каким он является на самом деле, не знает никто. Да он сам не знает. Потому что его сущность определяет тот, кто пишет ему текст. Литвин? Ну, слушайте, Литвин же опять не мог появиться, Саша. Он не мог появиться ниоткуда. Потому что никто зайти в его апартаменты, минуя кабинет Андрея Борисовича Ермака, не мог. И единственный человек, которого он слушает и которому внемлет, это Андрей Борисович Ермак. Поэтому я, например, вангую, что этим плохим словам Зеленского обучил не Порошенко, а Андрей Борисович Ермак. Потому что если бы он услышал, как Вова сквернословит вот этими словами, если бы он был против, он бы ему сказал: так нельзя, это неприлично вот так говорить. Но он же так не сказал. Более того, он сам тоже начал то же самое делать. То есть это была осознанная позиция, которая опять же соответствовала конъюнктуре. Они плыли вместе с нашими избирателями, колебались вместе с тем, как колебался менталитет наших избирателей. Сейчас ситуация изменилась. Он снова меняет тексты, меняет декорации. Это уже совершенно другое действие. Тут ничего удивительного нет. Он пытается быть, знаешь, как серфингист, быть на волне. Потому что если он что-то сделает не то движение, окажется под волной, его накроет. А так он сейчас чувствует общественное настроение, люди готовы к таким вещам. Поэтому он готов это дело принять. Его главная задача не пойти против волны. Поэтому вы говорите, почему, что якобы ну как же, он говорил то, говорил. Так нельзя ему напоминать, что он говорил раньше, он сам не помнит. Это же Богдан нам рассказывал. Он закончил текст, софиты погасли, аплодисменты, все, и он уже вам не скажет, что он говорил вчера. Да вы посмотрите, как он выступает, когда у него нет написанного текста. Плохо выступает. Да он замечательно выступает в том смысле, что вы никогда не поймете, что он хочет сказать. А поэтому можно потом запускать Диму Литвина, Мишу Подоляка, которые будут объяснять людям, что же имел в виду Владимир Александрович. Понимаете? То он рассказал, что у меня команда небольшая, 5-6 менеджеров. Когда ему об этом напомнили, он сказал: вы темниками пользуетесь, моя команда — это вся страна, и я имел в виду только там, значит, я обзывал там журналистов нехорошими словами. Понимаете? То есть вот как-то так. Нельзя Зеленского воспринимать как самостоятельную личность. Как человека со стержнем, с убеждениями. Хорошо, тогда кто украинскую сторону представляет на переговорах в Лондоне? Ермак? Ермак. Настоящий президент Украины Ермак. Ну, будем говорить так. Это тот человек, который реально управляет процессом. Который проводит кадровую политику. Который нянчит президента.
который раздает всем указания, контролирует их исполнение и так далее. Вот он реально осуществляет управление страной. Зеленский, это, знаете, это вот, ну как это, приставка к микрофону. Он должен текст озвучивать и хорошо выглядеть. Потому что от его наличия зависит вся конструкция власти. Уберите Зеленского из этой конструкции, и она рассыпется. Потому что тут же самое смешное, что первый, кто разрушит эту конструкцию, если Зеленского убрать из этой формулы, будет Стефанчук, которого не унижают больше других. Его руками все гадости делаются. Хотя он второй человек государства. И, кстати, он как доктор юридических наук это знает. И как только исчезнет первый человек, такое же может быть, мы все под Богом ходим. Первое, что сделает Стефанчук, он вызовет их к себе и объяснит им, что теперь главный он. И вот он, как с моей точки зрения, для них очень опасный. Они этого, правда, не понимают, но по большому счету это именно так. Это как Хрущев, знаете, он был самым большим клоуном при Сталине. Никто его серьезно не воспринимал. Хотя власть оказалась потом у Хрущева. Вот это такую роль сейчас Стефанчук играет. Поэтому нужно спокойно относиться к вот этим всем его изменениям позиций. Изменение его позиции – это изменение конъюнктуры, это изменение направления ветра. И он все время пытается держать свой нос по ветру. Вот и все. Если мы послушаем сегодняшнего Пескова, да, который говорит, что Россия там ждет шагов, но это ведь сказано было не просто так, намекая на то, что надо отменять запрет на переговоры с Российской Федерацией. И, в принципе, вот как-то вот сейчас мы видим и заявление Путина, тоже он это упоминал, о том, что, когда там речь шла о гражданских объектах, чтобы по ним не бить, как бы рефлексируя на пасхальное перемирие, да, то есть он тоже говорил о каких-то двухсторонних процессах контроля, в общем, вот такие моменты. Это в плане выписано, сливах, да, которые там сейчас западная пресса выписывает, что, мол, российская, украинская и какая-то там страна из третьей страны не НАТО, совместные группы по контролю. И туда тоже Путин включил вот этот запрет Зеленского. Я вот как хочу задать вопрос. Так, может, пора снимать этот запрет на переговоры с Российской Федерацией? Может, это и будет, главным итогом, да, вот этих переговорных, решающих каких-то консультаций на этой неделе? Я думаю, Александр, что это был троллинг. Не больше. То есть, ведь в указе Зеленского, который вы сейчас, я понимаю, упомянули, он был издан после того, как Путин признал Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую областями частью России. І в указі було написано, що визнати неможливість проведення перемовин з президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. То есть, поскольку он посягнул на территориальную целостность Украины, признав вот эти все вещи, то с ним мы не можем разговаривать, потому что вот он является нарушителем нашего суверенитета и территориальной целостности. Запрета на переговоры с Российской Федерацией нет. Есть констатация невозможности ведения переговоров с президентом Путиным. Почему Зеленский все время подчеркивал, что мы можем вести переговоры с Россией, но не с Путиным. Песков троллит Зеленского, потому что он прекрасно понимает, что для того, чтобы провести переговоры и не бить по гражданским объектам, не требуется прямых переговоров между Путиным и Зеленским. Согласитесь. При большом желании, не могут если два президента встречаются, то они должны обсуждать какие-то более широкие вопросы. Это, скажем, один из важных, но частных вопросов общего перемирия. И вести переговоры украинской и российской делегации в принципе могут. Никаких запретов на ведение переговоров с Россией нет. Так же, как и в России с Украиной. Поэтому он его троллит. Дескать, вот видите, он не хочет заботиться о гражданских объектах. А если бы он это, дескать, отменил, вот тогда бы, так сказать, возможно, бы никто бы не бил бы по гражданским объектам и так далее. Это троллинг, не больше. С моей точки зрения. То есть, этот запрет не отменят. Вы понимаете, что он есть, что его нет, он не мешает договариваться об этих вопросах. А то, что на него обращает российская сторона, это чистый троллинг. Все.
То есть мы пытаемся придумать причину, по которой мы не хотим что-то делать. У вас вот это вот. А вот если бы вы отменили, то сразу бы все бы стабилизировалось. Ну, так мы тоже не шибко хотим что-то делать. В каком смысле? Ну, в смысле, я имею в виду идти на контакты и там прекращать огонь и так далее. Украинская сторона. Александр, существует разница между Украиной и Россией с точки зрения ее возможностей. Россия – это ядерная страна. Если вы думаете, что вот мы сейчас сядем за стол переговоров с Россией без всяких посредников, без других договаривающихся сторон, то есть вот один на один, то мы, дескать, решим вопросы, то эта мысль могла родиться только в голове Зеленского. Вот он считал, что он равновеликий Путину. Вот я приеду, мы там водочки выпьем, сядем, друг другу в глаза посмотрим, и все станет на свои места. Уже тогда же все умные люди понимали, что это чистый бред. Порошенко вел переговоры с Путиным не один. Обязательно была присутствовать Меркель. Почему? Потому что должны быть свидетели всех этих переговоров. То есть это должно происходить в публике, скажем так, чтобы не было так, Путин заявляет одно, Порошенко заявляет другое. А что там было на самом деле, никто же не скажет. А вот когда сидит еще два, условно говоря, человека серьезных, то там уже более-менее понятно, о чем шла речь и о чем они договаривались. И то, сколько вопросов возникало. Поэтому сама идея, что вот мы сядем с Россией и договоримся, она абсолютно пустопорожняя. Россия считает себе равным Соединенные Штаты Америки. Она Европу игнорирует. Она Великобританию игнорирует. Путин добивался прямых контактов с американской администрацией. Трамп на это пошел. И скажите, пожалуйста, что Трамп получил? Он о чем-то договорился с Путиным за вот этих 100 дней своей каденции? Так если Трамп этого не смог сделать, что мог сделать Зеленский? Что могла сделать Украина в одиночку? Поэтому есть этот запрет, нет этого запрета. Украина одна не может вести переговоры с Российской Федерацией. Послушайте, это тоже такая ущербная позиция. В чем я имею в виду? Сейчас объясню, которую вы высказали. Получается, мы одни воевать не можем с Российской Федерацией. Одни на переговорах тоже не можем с Российской Федерацией. То есть, не украсть, не посторожить, прости господи. То есть, а что мы можем тогда одни? Начнем с того, что мы очень много смогли одни. Мы сделали то, чего не ожидал никто. Нас похоронили в феврале месяце 2022 года. Эвакуировали посольство из Киева и предлагали эвакуироваться всем желающим. И давали нам 2-3 дня. То, что произошло в 2022 году, было настоящим чудом, которое создали украинцы. Мы до сих пор еще не осознали то, что мы сделали. Весь мир ахнул, потому что никто не верил, что российскую армию кто-то может остановить. Путин в это даже не верил, что кто-то может помешать ему решить вопрос в Украине. Получилось немножко иначе. 3 года прошло, Андрей Алексеевич. 3. 3 года прошло. Так, слушайте, вместо 3 дней 3 года это уже немало. И украинская армия оказалась, в общем-то, боеспособной. Мы бы никогда не получили помощь и оружие, если бы мы не доказали, что мы можем им противостоять. Поэтому мы можем очень многое, но не все. Потому что если бы Украина с Россией были 1 на 1, что мешало бы Путину, например, применить ядерное оружие? Взял и применил. И что, это не ваше дело, отойдите в сторону, граждане. Мы тут разбираемся. Но в том-то и дело, что страны разные по потенциалу, по человеческому ресурсу, по военному, по возможностям. Естественно, нам помогают более сильные соседи. Они считают, что они обязаны это делать. Спасибо им. Именно это нам помогает выстоять в этой войне страшной. В одиночку нам было бы очень трудно. Мы это признаем. И благодарны нашим партнерам, которые это делают. Естественно, Путин этим недоволен. У него сейчас появился замечательный козырь. Кстати, слово «Трамп» в переводе означает «козырь». У него есть возможность, что американцы сейчас отойдут в сторону. Это то, что он уже хотел получить. Он уже фактически получил. Потому что Трамп прямо заявляет, что никаких новых пакетов помощи Украине он делать не будет. Теперь ему надо как-то нейтрализовать Европу. С этим сложно. Потому что Трамп сильно очень подорвал доверие между европейцами и американцами. Если бы он проводил политику Байдена в отношении Европы,
Возможно, Европа его бы послушала. Поэтому проблема не в том, можем мы переговариваться с Россией или нет, потому что нам мешает указ Зеленского. Он нам не мешает. Проблема в том, что эти переговоры в двухстороннем режиме не могут быть равноправными, потому что российская сторона не считает Украину равной себе. Вот США – да. Ну так, а США, Даже Европа подождите, не стойте. считает равной. Тут же, смотрите, я просто берусь как бы за логику вашей аргументации. А США нас считают равными себе? Нет. Администрация Байдена считает, ну как, она все-таки с уважением к Украине относилась. Будем Уважение – это вещи когда Блинкен приезжал, играл на гитаре и кушал с Кулебой в Макдональдсе. Видите ли, в чем дело? Он мог приехать сюда и вообще ничего не делать. Не играть на гитаре и не кушать с Кулебой. Но он приезжал сюда, и решались какие-то политически важные вопросы. Какие? Для Украины. Ну, как это какие? Во-первых, Байден, как президент Соединенных Штатов, вносил предложение в Конгресс о выделении пакетов военной помощи Украине. Именно Байден, как верховный главнокомандующий американскими вооруженными силами, наладил систему Рамштайн, когда коллективно все союзники США скидывались и оказывали помощь Украине. Но сейчас нет Рамштайна. Именно Байден, как верховный главнокомандующий, отдавал приказы об передаче разведданных Украине. Очень много. Подготовки войск и так далее. То есть согласовывал, скажем, продажу оружия и передачу оружия, где американские компоненты европейцами и другими странами. Они очень много сделали для того, чтобы Украина выстояла. Иное дело, что Байден никогда не ставил целью победу Украины. Его задача была немножко другая, потому что здесь интересы США и Украины расходились. И ошибка Зеленского заключалась в том, что он с самого начала не узгодив ці интересы. Мы хотели вот этого, американцы хотели другого. И вот тут возникали конфликтные ситуации. Когда пришел Трамп, то вы поймите, его отношение к Украине такое же, как и ко всем остальным. Что, неужели он лучше к Канаде относится, чем к Украине? Это ближайший его... Чего север. лучше? Он говорит, я хочу, чтобы вы были моим 51-м штатом. Лучше. Ну, так вот присоединяйтесь, тогда у вас все проблемы исчезнут. А Канада нас грабит на 200 миллиардов в год. А Мексика, она к нам наркоторговцев присылает. А Европейский Союз создан для того, чтобы Америку. Ну, слушайте, я же не буду рассказывать. Поэтому в данном случае Трамп ведет себя с Украиной так же, как и со всем остальным миром. У него нет уважения ни к кому. Единственное, что он может считаться сильными, такими как Китай, с такими как Россия, допустим, кто имеет ядерный потенциал, а все остальные для него это никто. Ну, это такой человек, это такая администрация. Поэтому политика США изменилась в отношении Украины и всего мира. Хорошо. Исход США чем чреват? Это, конечно, будет сильный удар по Украине. Я не хочу преуменьшать, потому что Америка это был локомотив. Тот же Рамштайн все-таки это была организация, которая создана американцами. Американцы были в этом деле запевалами. Но важно то, что сейчас не 2022 год. Прошло 3 года, и уже более-менее система отлажена, и она идет по накату. И по большому счету, даже когда вот сейчас Рамштайн последний был, уже его не вели американцы, его вели британцы. И по большому счету политика Трампа ведь к чему сводилась? Европейцы, это ваша проблема. Перебирайте на себя основные функции поддержки Украины. Мы попытаемся договориться о мире, но имейте в виду, что все последствия этого мира ложатся на вас. То есть поддержание мира, соблюдение перемирия и всего прочего, это будет не наша проблема, это будет проблема Европы. Вот позиция США. И постепенно, насколько я понимаю, идет передача функций локомотива от США к европейским странам. В первую очередь Великобритании и Франции. Сейчас Германия, где будет сформировано новое правительство, конечно, тоже присоединится к этому процессу. Италия тоже в стороне не стоит. То есть ключевые страны Европейского Союза понимают прекрасно значение Украины и что будет, если Россия победит. И это главное. Победить-то можно тоже по-разному, вы же понимаете. Можно, допустим, первую победу получить, да.
Это же тоже, скажем, термин, который родился в древнем мире. Царь Ипир дважды разбивал римскую армию. И сказал, что если это будет в третий раз вот в таком режиме, как это произошло, то я потеряю армию, а вместе с ней царство. Что, в принципе, с ними случилось. Первая победа, с тех пор это выражение существует. Путин потерял момент, когда он мог военным путем захватить Украину. Вот 22 год он свой шанс упустил. Сейчас он пытается поторговаться, как можно больше оторвать от того, что произошло. Вот. Но он прекрасно понимает, что решить задачу, как она была сформулирована в 2022 году, он не сможет. Он не дурак и не сумасшедший. Он умеет останавливаться, в отличие от Гитлера, который останавливался не умел. Поэтому погиб. А Зеленский умеет останавливаться? Нет. Он не умеет останавливаться до тех пор, пока ему кто-то не даст по голове. А вот когда идет очень сильный удар по голове, вот тогда он начинает отходить назад. Ну, например, он же приехал в Белый дом с явным желанием наехать на Трампа и сделать так, по-хамски себя повести, как он вел себя с Байденом. Его выставили из кабинета. По большому счету выгнали. Он там еще, правда, помахал руками, что-то там порассказывал, но потом уже, видите, согласился работать под управлением великого президента Трампа. Потом ему еще раз объяснили, и он понял, что нет, так больше не можно. Но до этого, пока ему так по лбу не хлопнули, он не собирался меняться. Такой человек. Зеленский спешно, это сегодня объявили о том, что отправляется на похороны к Папе Римскому. Это, конечно, отдельная тема и правда, то есть, тут большой символизм, что это на второй день Пасхи, да, вот не стало Папы Римского, там сразу подтягиваются разные теории о том, что что это значит, в смысле таком, да, глобальном, духовном. Одни пишут, что это судный день, близится конец света, накладывают там пророчества, другие говорят о том, что это наоборот, папу забрал Бог, когда нужно, то есть ничего страшного с миром не случится. Это с точки зрения вот такого, да, такого разговора. На самом же деле, то, что мы можем четко говорить, и об этом тоже уже пишет пресса, сейчас начнется очень серьезная борьба за престол папский, потому что переформат влияния. Туда Трамп отправляется, и он объявляет об этом прям сразу. Там есть определенные, уже обсуждаются будущие претенденты на Святой Престол. И это, правда, очень интересно и важно с точки зрения западного мира. Условно, какой папа будет, какой, который будет потакать глобалистским ценностям и разного рода, да, то, в чем Франциска ушедшего обвиняли, или какой-то другой. Курс выберет Ватикан, и Трамп, мы видим, участвует. Зеленский что там собирается делать? Сбор по такому миру. Вы же понимаете, вот когда-то о Вильгельме II, который был очень тщеславным императором Германской империи, Второго Рейха, говорили так, что вот он все время хочет быть на виду. Он хочет быть на всех крестинах новорожденных, на всех свадьбах невесты, а на всех похоронах покойников. То есть быть в центре внимания, всеобщего внимания. Вот это вот желание Зеленского быть обязательно в какой-то большой тусовке и получить какую-то порцию внимания, оно в нем неистребимо. Поэтому он поедет на похорон, потому что там будет, скажем так, мировая элита. Вроде бы как мероприятие ни к чему не обязывающее, никаких там проповедей или каких-то речей толкаться никто не будет. Но есть возможность пожать кому-то руку, с кем-то перекинуться парой слов, может где-то переговорить. Я вот что думаю, Александр, знаете, мне очень интересно будет, как одет будет Зеленский. Это да, что наденет. У него там есть вот это черный свитшот, вот это все. Вы понимаете, вот что важно? Ведь это же похорон.
Это же не какое-то политическое мероприятие. Это вот вы приехали, вы отдаете дань уважения умершему человеку. Да, он политик, он глава государства, он глава церкви. Но это немножко, знаете, вот не столько... Ну, конечно, есть политическая сторона, никуда не девается. Но там есть и человеческая, которая меньше в политике. И здесь ходить там, изображать из себя там, этого Фиделя Кастро сложно, там, или Че Гевара. И кроме того, понимаете, ведь Зеленский где-то в уме держит еще один визит в Вашингтон. Я не уверен, что в каденцию Трампа его еще раз туда пригласят. Но, а вдруг ему придется туда ехать? И вот представляете, он туда приедет уже в костюме. И Трамп скажет, ну вот смотрите, видите, как человек изменился, как я, так сказать, один раз на него рявкнул, там, за дверь его выставил, да, и он только оп, и все понял. Вот теперь он приехал уже расчесанный, умытый, побритый и в костюме. Вот с моей точки зрения, правильным для него решением было бы сейчас поехать на похорон в приличном костюме. То есть, когда он приедет туда, вот, на похорон Папы Римского, в траурном костюме, ну, в костюме, а не в своих кедах и не в трениках, а вот одетый, как этикет того требует, как вот церемония, то ему тогда можно спокойно ехать в Вашингтон уже одетым по-другому. Сказать, что ну, вот я и там был, причем здесь Трамп, я, так сказать, уже вот, мой имидж изменился, я вот, так сказать, сам такое решение принял и так далее. Поэтому вот для меня лично этот вопрос будет очень интересный. Ну и я не исключаю, что он попытается как-то подойти к Трампу. Ну, хотя бы поздороваться. Потому что это тоже имеет большое значение, как там и так далее и тому подобное. Что касается выборов нового Папы Римского. Вы помните, когда в 1978 году выбрали Иоанна Павла II, то есть короля Войтылу, Высоцкий тогда разразился замечательной песней. Вот вместо Голды Меира мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Я бы засосал стакан и в Ватикан пел. Значит, вот они нам подсунули Папу Римского из наших, из поляков, из славян. На самом деле, надо понимать, что никакого влияния большого на избрание Папы Римского не имеет никто. По той простой причине, что избирают Папу Римского кардиналы. А у этих людей нет семьи. У них нет имущества. У них нет каких-то многомиллиардных счетов, в том числе в офшорах. Это люди, которые служат церкви. И по большому счету у них Бог все-таки в голове прежде всего, а все остальное потом. Поэтому они могут выслушать, они могут там, да, но повлиять на них, так как это может повлиять американцы, допустим, администрация или российская, очень сложно. Можно даже подкупить какого-то кардинала. Но их там почти 120. И вот они сидят там у себя на конклаве, да, и туда никто не входит. Дважды голосуют, утром, вечером. Если через 3 дня не выбрали, их на хлеб и воду сажают. И потом вот как-то вот смотришь, белый дым пошел. Традиция-то уже тысячелетняя. И эти люди, они мало зависимы от светской власти. Я хочу напомнить, что когда-то Папа Римский Григорий VII заставлял унижаться Генриха IV, императора Священной Римской империи. Он в Коносе стоял на коленях несколько дней, пока его Папа Римский пустил и снял с него проклятие. То же самое произошло через 100 лет с великим Фридрихом Барбароссой. Поэтому попытка светских властей воевать с папским престолом – это всегда очень плохое занятие, оно плохо заканчивалось. Да, был период авиньонского пленения пап, когда на 70 лет там французские короли Папу Римского забрали из Рима и привезли в Авиньон, он там находился. Да, был период реформации, когда католическая церковь была расколота и получилась протестантская церковь. Но с тех пор прошло очень много воды утекло, и католическая церковь дала свою нишу, и она сегодня является очень огромным фактором в жизни человечества. Свыше миллиарда католиков в мире. И у них свое государство, Ватикан, свое гражданство.
Зацепить сейчас какого-нибудь из кардиналов, ну, вы же понимаете, это же себе хуже. Поэтому, ну, как-то могут они как-то попытаться там что-то сделать, но решение будет принимать конклав. Кардиналы будут принимать. А какое это будет решение, можно только гадать. Об Украине еще хотел задать вопрос. Я хочу ваше отношение узнать по поводу вот этого, не знаю, нового флешмоба. Вообще мы вот за период войны мы какие-то стали, ну, в общем, то помните, какие-то метки все искали, да, вот эти какие-то знаки, ну, какую-то ерунду нам пытались встроить. Потом, когда был период, когда сидели все без света, на генераторах, на батареях, Зеленский начал открывать пункты незламности. И вот везде эти пункты открывали, потом скандалы были, а сколько денег потратили, а вообще потом они нужны, они не нужны, а что там конкретно может происходить с человеком, действительно ли... В общем, какие закрытые, какие открытые, то есть вот это все пурлило в обществе. Сейчас такая история с центрами национального сопротивления. Очень какая-то, вот мы идем на взлете, да, вот этой распиаренной этой инициативы. Лицом этих центров стала Верещук, она сама рассказывает, что к чему. В общем, будут готовить там население к непосредственно там, сопротивлению, прививать знания, практические умения, навыки для того, чтобы защищать Украину, и дронами как рулить, и медицинскую помощь как оказать. И, в общем, все могут, кто хочет, идти и вот там получать эти знания. Дети, женщины, старики, все вот. Что это на 4-м году войны? Что это за знак? Это означает, что мы готовы там еще 10 лет воевать в будущем, раз такие пункты открыли? Или в чем смысл вот сейчас открывать подобные вещи, когда у нас какой-никакой, ну давайте так, да, мы посмотрим, будем следить за лондонскими встречами и дальше, там, что все-таки мы выходим на какой-то мирный трек. Ну вот какой-то своеобразный, но может выходим. Что за пункты тогда? Никуда мы не выходим. Потому что, я еще раз говорю, Украина может согласиться с предложениями Европы и США абсолютно спокойно, даже их не читая. Потому что все, что предложат Европа и США России, будет отвергнуто. Поэтому мне, честно говоря, даже не интересно это обсуждать. Как будет дальше, я не знаю, какова будет реакция. Будут ли они там пытаться смягчить, попытаться Россию там уболтать, отступить там и так далее. Это уже третий вопрос. Но то, что Россия это отвергнет, у меня сомнения. А по поводу пунктов спротиву. Александр, если звезды зажигают, значит это кому-то нужно. В данном случае, когда вы назвали имя инициаторки Верещук, то дальше все становится на свои места. Вот сидит человек в офисе президента. Ее там взяли с посады вице-премьера, она там истерику устроила, поэтому ее туда взяли. Президент сказал, что я ему потрібна. Ей дали какие-то там левые функции, там абсолютно непонятные, за которые никто не хотел браться. Но как ей обратить внимание первого лица на себя? Значит, нужно выступить с какой-то инициативой. Вот она выступила с инициативой. Эта инициатива величайшему політичному лідеру понравилась. І зараз вона буде займатися пунктами спротиву. Національним спротивом. Это что, не более чем пиар-компания. А кому? Вот точно так кому же... сопротивляемся? Не, ну понятно, что, слушайте, вот в Швейцарии вся эта система работает очень хорошо. Не надо как в Швейцарии. Подождите, вот меня интересуют эти конкретные центры сопротивления национального. Ну, то есть, понятно, что есть ТЦК, понятно, что есть там инициативы. А эти центры зачем? На случай партизанской войны. Вот точно так же, как в Швейцарии. То есть, как там сделана система? Существует швейцарская армия, кстати, очень сильная. У нее задача несколько дней продержаться при вторжении любого противника. Почему Швейцария не воевала ни в Первую, ни во Вторую мировую войну? Все говорят, вот она нейтральная. А почему она нейтральная? Да потому что в ее составе кантоны есть франкоязычные и германоязычные. Вот если бы Швейцария воевала, допустим, на стороне Антанты, что было бы с германоязычными кантонами? Они бы, наверное, возмутились бы и сказали, мы не поняли, это как?
Если бы они воевали на стороне Германии, франкоязычные кантоны, сказали, мы вообще не поняли, что такое творится. Поэтому Швейцария, вот. Во Вторую мировую войну ситуация повторилась, но Гитлер имел намерение захватить Швейцарию, потому что уже не было Антанты, Франция была оккупирована, вокруг Германии. Почему не тронули швейцарцев? А потому что когда посчитали, во что это выльется, и какая концепция обороны у Швейцарии, взялись за голову. То есть через 3 дня швейцарцы уходят в горы, в леса, взрывают мосты, взрывают там все вот эти вот коммуникации и попробуют там оттуда выкурить. Швейцария всю жизнь была европейской Чечней до 1815 года, с 1291. Воевали европейские армии, с одной стороны швейцарцы-наемники, с другой швейцарские наемники. И только в 1815 году успокоили и сказали, ребята, все, больше вы не воюете, охраняйте наши деньги. Ну, еще Папу Римского не охраняет швейцарская гвардия по сегодняшний день. Но раз у вас деньги сосредоточены, вы же должны как-то сохранить их. И вот эта концепция обороны Швейцарии от любого агрессора, они говорят, ну кто его нападет, мы не знаем, но мы должны обороняться. Вот она построена так. Я когда в Женеве был, вы не поверите, каждый год муниципалитет обходит владение, домовладение. И в каждом домовладении должен быть бункер. И эти бункеры делает одна единственная фирма. И когда они приходят, они проверяют наличие продуктов, наличие там всего необходимого для того, чтобы там жить. И аптечки, не дай бог, там будут просроченные лекарства, которые должны быть по перечню. Каждый швейцарец. Плюс оружие у него дома есть, понимаете? И каждый знает, куда он должен бежать в случае, если начнется вторжение, если начнется война. Вот так это работает в Швейцарии. То, что Верещук про це чула, я не сомневаюсь. Но то, что у него мозгов нет, это впровадить, так как это в Швейцарии работает, у меня тоже сомнений нет. Но зато идея ж нравится в Зеленскому, правильно? Вот они сейчас будут там делать какие-то телодвижения. Но самое главное, давайте проследим за бюджетом всего этого мероприятия. Я думаю, вот здесь будет собака зарыть самое большое. Потому что денег никогда много не бывает. Ну, а такая грандиозная идея, она должна быть профинансирована, соответственно. То есть, получается, там, где открываются эти пункты, там будет оккупация, потому что это как бы... Слушайте, швейцарцы же тоже не говорят, что у нас обязательно оккупируют. Но они говорят, мы должны быть готовым в том числе и к такому варианту развития событий. Слушайте, когда Сталин готовился к войне, что не было генералов, которые не могли объяснить, что нужно отрабатывать оборонительную тактику и исходить из того, что противник может наступать? А попробовал бы кто-то открыть рот. Ну, ты что, пораженец? Только большим ударом, малой кровью врага на чужой территории. Отступали до Москвы, а потом до Волги. К такому варианту никто не готовился, потому что это было вредно. Поэтому готовиться, когда мы готовимся к войне, мы должны любой вариант рассматривать. В том числе, что будет оккупация. Почему нет? Ну так в этом состоит смысл подготовки к войне. К любому варианту мы должны быть готовы. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся. До скорого.